Перед началом ролика я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. И побыстрее, иначе Автоботы захватят мой канал. Аниме начинается с нашей главной героини по имени Каэ Серинума, девушки с избыточным весом. Она смотрит, как мальчики в ее классе играют в волейбол, фантазируя о двух одноклассниках, у которых романтические отношения. От одной только мысли об этой ситуации она краснеет. Внезапно мальчик по имени Нанашима направляется, чтобы бросить мяч, и он не замечает, что она находится в этом месте, падает, встал и сильно ударился о стену спортзала. Он сразу же спрашивает ее, в порядке ли она, на что она отвечает, что с ней ничего не случилось, что успокаивает. Однако теряет сознание от ушиба. Во время смены сцены девушка просыпается в лазарете, несколько сбитая с толку. Там ее лучшая подруга напоминает ей, что Нанашима упала на нее, и она падает. От нее на уроке физкультуры. Тогда Каэ мгновенно опомнилась и призналась ему, что очень внимательно смотрела на мальчиков. Они обе начинают фантазировать, потому что у них одинаковый вкус к аниме и любви между парнями. Позже Каэ рассказывает нам, что она-то, что называется, фугаши, поэтому ее интересует видеть красивых парней вместе, потому что она взволнована, увидев узы дружбы между парнями, а также то, что они любят друг друга, мимоходом между парой. Он также объясняет нам, что не имеет значения, настоящая они пара или нет, поскольку его имиджа более чем достаточно, чтобы соответствовать им. В этот момент он спрашивает Аманы, не думает ли она, что Нанашима чем-то похожа на Шиона, который является персонажем из его любимого аниме, что, по его мнению, делает Нанашиму немного похожим на Шиона. Что ее подруга отвечает, что согласна с ней, поскольку у них обоих вид плохих парней. Вдруг какой-то молодой человек открывает занавеску и говорит простыне, что если с ней все в порядке, она должна освободить кровать, потому что кто-то еще чувствует себя очень плохо. Тогда она извиняется перед Шиномией и говорит ему, что уходит. Выходя к Мане, замечает ему, что этот парень красив, но очень груб, и Каэ отвечает ему, что так будет лучше, так как самые высокомерные в конце концов знают лучше. После этого ее подруга тоже краснеет и упоминает ей, что она права, чем холоднее они становятся, тем привлекательнее становятся. Позже парень по имени Асума прерывает их. Он спрашивает про то, что случилось с ее лицом, и она рассказывает ему, что попала в аварию на физкультуре, тогда этот рад, что с ним все в порядке. Входя в гостиную, Аманы обращает на себя внимание, что по какой-то причине у Кайо много красивых друзей, и она добавляет, что Асума кажется ей классным парнем. Когда мы входим, мы видим Игараси, который очень беспокоится за нее. Он спрашивает ее, как у нее дела, учитывая, что он был очень расстроен, когда произошла авария. Он немедленно требует, чтобы Нанашима извинился перед ней. Молодой человек подходит и извиняется перед ним, вынужденный своим другом, но это Лапрота, которому очень стыдно перед ним. Она спрашивает его, не причинил ли он ей вреда, на что тот отвечает, что остался невредимым благодаря тому, что она похожа на человеческий матрас. То есть он буквально сказал ей, что она толстая. Сразу после этого Игараси очень смущен ответом своего партнера. Однако весь класс начинает смеяться. Кай подсознательно говорит ему, что он рад, что был полезен во время падения. После того, как Аманы в частном порядке упоминает, что единственное, что хорошо в Нанашиме, это его внешность, тем не менее Кай в восторге говорит своей подруге из Кигараси, что они с попутчиком Нанашимой должны быть парой, но Аманы отвечает, что это не так. Должно быть, удар по голове слишком сильно повлиял на него, на что Прота упоминает, что он счастлив только в паре со своими товарищами по команде. Тогда она думает, что хотя они знают много красивых парней, было бы расточительно проявлять к ним интерес, поскольку принцу нужен другой принц. И их счастье наблюдать за ним издалека, не мешая им. Следовательно, это его законное место. По дороге домой поговорим об эпизоде аниме, который вы будете смотреть сегодня. Они обе взволнованы, увидев Шион, даже Каэ такая фанатка, что у нее в рюкзаке висит связка ключей с персонажем. Во время смены сцены мы видим, как она наслаждается эпизодом, когда внезапно она становится опустошенной, увидев неожиданную смерть Сион. Его впечатление настолько велико, что он ломает свой телефон, когда сильно сжимает его. Там мы слышим, как его мать спрашивает его, что с ним не так, в то время как его разгневанный брат называет ее толстой и просит его заткнуться. По прошествии нескольких дней мы замечаем, что Прота пропускает школу на неделю, и даже его подруга не может с ней связаться, поскольку ее социальные сети заблокированы. Полностью бездействующие. Аманы просто надеется, что с ее лучшей подругой все в порядке. После этого мы возвращаемся к Кайо домой, где ее обеспокоенная мать стучит ей в дверь, чтобы она поела. Потому что ее дочь уже более 7 дней сидит в заперти и абсолютно ничего не ест. Там хозяйка умоляет Такура что-нибудь сделать, но тот отвечает ему, что его сестра очень толстая и надоедливая,
уговаривая, как и подобает настоящему мужчине. Затем пинком ломает дверь и кричит ему, чтобы он вставал, чтобы поесть и принять ванну, потому что иначе он умрет. Разъяренный Такуро просит его перестать беспокоить его маму. После того, как он натянул простыню, и он, и его мать парализованы впечатлением. Девочка успокаивает их, говоря, что все в порядке. Затем он встает с постели, чтобы пойти принять ванну. Однако, увидев себя в зеркале, понимает, что у него другая внешность, у него больше нет лишнего веса. Она не может поверить, что это реально, и думает, что перед ней наверняка плакат или что-то в этом роде. Потом она кричит, что зеркало разбилось, но ее мать уверяет ее, что это она. Потом она приходит в школу и замечает, что все внимательно наблюдают за ней, а когда она входит в гостиную, ее одноклассники остаются неподвижными, любуясь ее красотой. Кая задается вопросом, не испорчена ли ее форма, потому что ей явно пришлось ее поправить, чтобы она хорошо сидела. Она сразу же испытывает такой дискомфорт, что предпочла бы остаться дома, но когда она видит, что ее подруга подбегает к ней и в слезах говорит ей, что давно ее не видела. Затем он извиняется за то, что потерял связь, объясняя, что случилось с телефоном и что он его сломал. Сбитая с толку, Амане пристально смотрит на нее и спрашивает, не та ли это та же самая Серинума Фолс, и сразу же весь класс засыпает ее вопросами о ее новом облике. Поскольку никто не мог себе представить, что она когда-нибудь выйдет замуж. Это была та самая девушка с избыточным весом. В этом случае Игарачи срывает ее с места и говорит всем не продолжать, потому что они явно ее пугают. Она краснеет и благодарит его, что тоже заставляет мальчика краснеть. Затем подходит на Нанашима и упоминает, что Кэй сильно изменилась, но просит их не забывать, какой она была раньше. В этом случае Прата плачет и выбегает из зала, но тут мы понимаем, что на самом деле ей стало грустно, потому что Нанашима напоминает ей Сиона. Потом она натыкается на Шинамию, которая на данный момент ее совсем не узнает. Этот отвозит ее в лазарет под предлогом того, что она повредила колено, и ему странно, что она это делает, так как он очень холодный человек. Когда мы входим в лазарет, мы видим, что, как он предполагает, он там, потому что кошка поцарапала его, спасая с дерева. Этот узнает ее и спрашивает, что с ней случилось. Тогда дело в том, что Шинамия обнаруживает, что эта девушка падает и убегает от стыда. После этого, пока она сама залечивает раны молодого человека. Она уверяет его, что Шинамия стала такой, потому что сильно изменилась, но Асума признается, что несмотря на то, что она все такая же худая, ее легко узнать. А Каэ рада, что она была единственным человеком, который сразу ее узнал. Тогда мальчик отвечает, что он это знал, потому что она все такая же милая. Позже мы видим, как 4 парней соревнуются, чтобы пригласить ее на свидание, и во время смены сцены Каэ идет к своей подруге, чтобы та одолжила ей какую-нибудь одежду, поскольку она приняла приглашение от сходи в кино со всеми 4. Амана рекомендует ей найти себе парня, чтобы избавиться от печали из-за смерти Сиона, но Каэ замечает, что ее не интересуют эти вещи. Сразу после этого ей становится любопытно, и она спрашивает свою подругу, знает ли ее парень, что она Атаку. На что Амана отвечает, что он понятия не имеет, так как узнает, что в конечном итоге она с ней расстанется. Тогда он рекомендует ей также скрыть эту информацию. Позже мы видим, как 4 парней ждут ее на свидание, и мы замечаем, что вместе они привлекают внимание женщин. Ла Прата обнаруживает, что прячется, восхищаясь тем, какие они идеальные, и упоминает, что хотела бы видеть их всех в вечности. Потом она извиняется за опоздание, но они в восторге, потому что она выглядит очень-очень красивой. После этого мы видим, как они сидят в кинотеатре, а Ла Прата рассказывает нам, что они решили, где сесть, играя в камень, ножницы или бумагу. Кая намеревается до конца дня не иметь никаких других фантазий, однако он нарушает свое слово, увидев, что Нанашима спокойно засыпает на плече вашего друга. Когда она выходит из зала, она сожалеет, что ничего не помнит из фильма, потому что была занята четким наблюдением за мальчиками. В этот самый момент мы видим, что у Шиномии аллергия на то, что Асума предлагает своим носовым платкам. Кай наблюдает за их взаимодействием, что приводит ее в еще больший восторг. После этого она идет в ванную, чтобы привести себя в порядок, и когда Салли Гарачи неожиданно забирает ее, держа за руку, и извиняется, потому что это явно вспышка. Но это показывает, что она намерена побыть одна с ней, хотя бы на мгновение. Кай чувствует, как начинает биться ее сердце, чего с ней никогда не случалось ни с одним парнем. Однако Нанашима входит в фотобудку очень агрессивно, злясь на то, что этот воспользовался преимуществом с помощью Прата. Когда фотографии раскрываются, мы видим, что на всех изображены 2 мальчика, следовательно, это еще больше поощряет фантазию Кая. Тем не менее сожалеет об этом, поскольку он явно снова взволнован, увидев мальчиков вместе, и именно поэтому очевидно, что это было раньше. Он почувствовал, что его сердце бьется как никогда с Хигараши. Позже они поедят после караоке. Перед Протой стоит дилемма,
так как он хотел бы спеть песню Сиона, но они не хотят, чтобы они понимали, что это явно все атаку. В следующей сцене, когда они уже расходятся по домам, они слышат, как продавец объявляет о том, что в продаже есть лимитированный тираж. Его любимое аниме. Эта ситуация ставит ее на грань краха, учитывая, что она не может упустить возможность купить товар у Сюн, так как теперь ясно, что ее любимое аниме выходит ограниченным тиражом. Персонаж мертв. Она, наконец, решается войти в магазин на полной скорости и автоматически приобрести свою фигуру. 4 парней не понимают, что происходит и почему она выбежала таким образом, и через несколько минут она выходит из магазина и признается им в своей реальности, показывая, что она на самом деле настоящая атаку, и, наконец, она не понимает, что происходит. Заявляя, что весь день она пыталась пойти на свидание, как обычная девушка, но не может сдержаться. Она также добавляет, что она так сосредоточилась на сокрытии своих недостатков, что ей ни разу не было весело с ними. И сразу после этого она снова извиняется и уходит. Но в этот момент Асума говорит ей, что нет ничего плохого в том, чтобы иметь другие интересы. Он также отмечает, что не мог заметить, как сияло ее лицо, когда она говорила о своих симпатиях. Ла Прата тронут этими словами, и другие парни, чтобы не отставать, поддерживают ее и заверяют, что следующее свидание будет там, где она выберет все. Однако она не теряет времени даром и приглашает их вернуться в магазин. И на следующее утро в школе она рассказывает своей подруге, что все они были очень милы, и с гордостью показывает ему, что у нее есть фотографии их всех. Тем не менее, Аманы разочарована, потому что свидание не для этой цели. В следующей сцене мы видим, как Гарачи и Нанашима вспоминают, что Ла Прата подарил каждому по связке ключей от Сиона. Нанашима смущен тем, что ему приходится его носить, но и Гарачи явно находит это очень забавным. К тому же он предпочитает, чтобы его партнер прекратил соревноваться из-за любви к Кае, потому что таким образом у него было бы на одного соперника меньше. Позже они идут в спортзал, и он удивлен, что она лучшая волейболистка. Прата чувствует себя таким легким, как будто у него есть крылья, и они могут отличить его от своего прежнего тела. В то время как все товарищи хвалят ее, Нанашима вспоминает, что, по правде говоря, она очень быстро справляется с испытанием боковых прыжков. Но теперь с ее новым обликом она намного быстрее. По окончании урока физкультуры 2 девушки подходят к Кайо, чтобы попросить ее заменить одну из них, которая получила травму. И из-за того, насколько она спортивна, они думают, что она могла бы оказать большую помощь футбольной команде. Однако предупреждает ее, чтобы она не относилась к этому решению легкомысленно, потому что она ничего не знает о футболе. К ее удивлению, Кай отвечает, что она много знает об этом виде спорта, потому что является поклонницей суперчемпионов Инадзумы 11 и Яна Киллинга. После этого в столовой мы видим, как парни подбадривают ее перед матчем. Все поддерживают ее, кроме Наны, которая расстраивается, услышав, что Каэ упоминает Оливера из суперчемпионов. К тому же она думает, что ошибается, если думает, что это будет так просто. Тогда они начинают спорить, а этот уходит сердитый, говоря, что она не собирается помогать ему в его подготовке. Она сбита с толку, задаваясь вопросом о причине его гнева, и впоследствии они показывают нам тренировочную последовательность, в которой Прата едва успевала за другими девушками. После этого Игараси понимает, что она измотана, потому что ее ноги дрожат, как у новорожденного олененка. Она хочет скрыть свою усталость, говоря, что с ней все в порядке. И думает, что несмотря на то, что она худее, она забыла, что ведет сидячий образ жизни и что у нее явно нет физического состояния, поэтому она не может двигаться. Таким образом, у него не так много мускулатуры на теле. В последующие дни мы видим, что до большого матча остается все меньше и меньше, и хотя Кай прилагает все усилия, это ничего не улучшает. Однако ее женихи делают все возможное, чтобы она чувствовала себя комфортно перед матчем. После этого мы видим сцену, в которой Анашима подслушивает, как девушки ругаются из-за Кана в раздевалке. Они обеспокоены тем, насколько ужасна Прата для футбола, и что они обсуждают возможность заменить ее другой девушкой. Но Нанашима удивляет ее, прося их оставить это отношение, так как они не хотят, чтобы она играла в футбол. Что именно они обратились к нему за помощью в первую очередь. Тогда мы обнаружили, что несмотря на то, что Нана возражала против того, чтобы Каэ присоединился к команде, в глубине души она хочет, чтобы у нее все было очень хорошо. Потом ей стыдно за то, что она защищала ее, и она думает, что этот вопрос не ее дело. Тем не менее, удивлен, увидев, как она изо всех сил пытается пробить из лука, но когда мяч попадает в нее, он возвращается и попадает ей в лицо. Сначала он насмехается над ее техникой, но затем выходит на поле, чтобы поговорить с ней. Там он спрашивает ее, почему она не сдается сразу, если она так плохо разбирается в этом виде спорта, на что она отвечает ему, что подчинится. Потому что она уже приняла вызов и не думает сдаваться, так как у нее проблемы с дыханием. Видимо, наш Прата очень конкурентоспособный человек. А Нанашима поражен его решимостью и собирается научить его бить по мячу. На этом мы видим, что 3 мальчиков рады, что помирились после ссоры, которую они устроили в кафе.
Из-за смены обстановки наступил день встречи, и команда со скидкой проигрывает гол. Там он падает, просит своих товарищей по команде перебросить мяч через полосу и напоминает ему, что они не должны отказываться, потому что еще есть время, чтобы сравнять счет. Упомянутый матч. Они шокированы, услышав его слова о лидерстве, поэтому они делают то, о чем он их просил, и передают ему мяч. Кая получает мяч спиной к воротам, что всех очень смущает. Затем он использует свой недостаток, чтобы ударить ногой, и мяч возвращается, попадая в сетку и забивая гол за свою команду. Благодаря этому матч заканчивается в ничью, и все празднуют его гениальность. Увидев эту игру, Нана взрывается смехом, и ей кажется, что она падает очень смешно. В следующей сцене Ла Прота очень устала от всех физических нагрузок за эти дни, однако она очень довольна, потому что приближаются летние каникулы. Внезапно учитель говорит ей, чтобы она пока не начинала планировать свой отпуск, так как если она провалит следующий экзамен, ей придется отказаться от него. Оставайтесь в школе еще на 2 недели. Потом нам объясняют, что она провалила все свои экзамены после того, как пропустила неделю в школе, поэтому постарайся больше не терять времени и приступай к интенсивной учебе. А потом она сожалеет, потому что, если она останется на 2 недели, она пропустит события аниме и не сможет попрощаться с Сионом. Тем не менее, появляется перед Сумой, которая предлагает помочь ему в учебе, чтобы этого явно не произошло. Сразу же другие мальчики также обещают отстранить ее от занятий, чтобы у нее не было ни минуты наедине. Позже их выгонят из библиотеки за то, что они кричали. Тогда Сигараки предлагает пойти к Кае домой. Она считает это хорошей идеей, если бы не то, что в ее комнате полно вещей Атаку и большей частью связанных с Сион. Так что ей приходит в голову спрятать все содержимое манги уже сегодня в шкафу. Во время смены сцены мальчики проходят в ее комнату, и она просит их не слишком зацикливаться, так как ей пришлось очень быстро убираться. В этот момент мать приносит чай всем, кто с ней, но Прота встречает ее у двери, не давая ей войти в комнату. Ей стыдно, что ее видят, потому что ее мать накрасилась для мальчиков и выглядела очень странно. Тем временем анархистка фантазирует, каким было бы это свидание наедине с Каэ, затем приподнимает одеяло и поражается, увидев фигуру Сиона в натуральную величину. К тому же он выглядывает из-под кровати и замечает чей-то силуэт. В следующей сцене Кая признается ему, что хотела спрятать эту фигуру, пока они были там. Затем она показывает им, что обычно ставит ее у алтаря Сиона. Примите к сведению, что смерть этого персонажа очень опечалила ее, поэтому она автоматически предлагает помолиться за него. Снаружи мы видим, что ее мать думает, что ее дочь знает, как привлекать парней, точно так же, как и она, когда была совсем юной девушкой. В этот момент прибывает Такуро, и она сообщает ему, что ее сестру навещает. Он тут же врывается в комнату и предупреждает их, чтобы они не попали в его ловушку. Там он признается ему, что его сестра безнадежная Атаку, но они чувствуют себя неловко, потому что они уже знали эту информацию. Они также рассказывают ему, что несколько минут назад они выразили ему соболезнования в связи со смертью Сиона. Кай кричит своему брату, что не все такие закрытые люди, как он, и требует, чтобы он убирался. Однако не думает оставаться таким и автоматически открывает шкаф, выбрасывая все журналы на тему BL. Асума берет ситуацию на себя и просит Такуро уйти, потому что они учатся. Затем она предлагает забрать журналы, которые очень важны для нее. В конце учебного дня Каэ благодарит его за то, что он сделал. Он отвечает, что в этом не было ничего плохого, и просит его извиниться перед своим братом с его стороны, так как он искренне чувствует, что был несколько груб с ним. Она отвечает ему, что это было не так, и что ее брат явно это заслужил. Потом он вручает ей специальный карандаш, чтобы ему повезло во время экзамена. Из-за этого поступка Прота восхищена обращением с Асумой. Тем не менее, он также дарит другим карандаши, желая им удачи. По возвращении домой мальчики отмечают, что никогда еще не испытывали такого волнения, заходя в комнату девушки. На следующее утро мы видим, как Прота празднует, что она сдала экзамен с очень хорошими оценками. Ребята поздравляют ее и приглашают в бассейн, чтобы отпраздновать как положено. Все согласны, кроме Адзумы, который предлагает посетить японский замок. Однако уже просто хочет пойти посмотреть соревнования по атаку. Во время смены сцены мы заметили, что одноклассники в Проута обсуждают, какое мероприятие они должны организовать для летнего фестиваля. Один ученик предлагает идею устроить кафе для горничных с девушками, но они ни на что не соглашаются. Внезапно Прота встает со своего места и полный эмоций выражает свое согласие с идеей приготовить кафе для горничных, но с парнями. Это предложение произвело впечатление на ее одноклассников, поскольку в одно мгновение полностью изменило ситуацию. Теперь именно они должны заниматься косплеем, чтобы угодить публике. И это вызывает такой ажиотаж среди девушек,
что они не могут отказаться от этой идеи. Позже, во время обеденного перерыва, мы видим Кайо рядом с парнями, очень взволнованную, увидев их во всех этих костюмах. Однако Нанашиме не нравится идея приготовить косплей-кафе. С другой стороны, Асума и Игарачи находят эту идею интересной, и они уже думают о том, чтобы пойти переодеться. В этот момент Каэ подходит к Нанё и говорит ей, что она уже подумала о своей одежде, поэтому он просто должен расслабиться и оставить всю работу ей. Тогда спроси Шинамию, что она будет делать в своем классе на летнем фестивале. Тут мы заметили, что он начинает опускать голову, когда говорит им о том, что будет заниматься театром. Тогда Каэ спрашивает его, есть ли у него роль в пьесе. Внезапно мы видим, как Шинамия начинает краснеть от смущения и показывает ему, что она сыграет принцессу, потому что в ее салоне разыграли жребий, и она была выбрана на эту роль. Услышав это, мальчики не могут не представить платье принцесс и разражаются смехом. Со своей стороны падает от их полной поддержки и просит разрешить ей заняться его постановкой, чтобы она сияла как лучшая принцесса на сцене. Хотя Шинамия выражает обеспокоенность по поводу объема работы, который это может для нее представлять. Каэ очень взволнована мыслью о том, что ее глаза светятся энтузиазмом. В этом мы заметили, что она очень хочет создать костюмы для Нанашимы и Игарачи Шинамия, рассматривая это задание как возможность раз в жизни. Впоследствии начинается подготовка к фестивалю, и мы видим, что Ла Прота очень занята. Заботиться о мерках костюмов, и Игарачи является первым, кто это сделает. Он принимает меры и очень нервничает, видя, как близко она к нему подходит, чувствуя желание обнять ее. Однако некоторые одноклассницы прерывают его, чтобы сообщить, что у него гости. Когда мы выходим, мы видим, что это Шинамия, которую преследуют одноклассницы Ла Прота, которые говорят ей, что она будет милой принцессой. Видя, что он в затруднительном положении, вмешивается Кай и говорит своим одноклассницам, что с него хватит, заставляя их на время оставить его в покое. Однако Шинамия шокирован тем, что все знают, что он играл эту женщину. Поэтому Каэ извиняется перед ним за то, что выставил его в невыгодном свете таким образом. Хотя она признает, что была так взволнована, что не могла не поделиться этой новостью со всеми своими подругами. Затем подойдите к нему, чтобы снять мерки с костюма. Тем временем он воображает, что обнимает их, но на самом деле не решается этого сделать. Внезапно Кэй замечает ему, что он часто выглядит как девушка, но увидев его размеры, понимает, что это мальчик, так как его плечи довольно широкие. От этого комментария сердце Шиномии тает, потому что он не может поверить, что она говорит ему все это. Тогда он набирается смелости подойти к ней, и как раз в тот момент, когда он собирается выразить свои чувства, Нанашима хватает его за шею рулеткой и оттаскивает от нее. Из-за этого они оба начинают спорить о том, кто следующим примет меры с Каем. Во время смены сцены мы видим, что Кай измотан тяжелой работой по пошиву костюмов для мальчиков. Она также должна продолжать заниматься клубной деятельностью, поэтому ее товарищи ищут ее, чтобы она занялась каллиграфией. В этот момент мальчики начинают приходить один за другим и предлагают ей свою помощь в клубной деятельности, позволяя ей сосредоточиться на пошиве костюмов. Этот жест трогает Каэ, который искренне благодарит ее за сотрудничество. Позже ее одноклассницы поздравляют Каэ с тем, что она успела закончить наряды вовремя, и сразу после этого парни входят в салон во всех нарядах. И все девушки подходят к ней, чтобы сфотографироваться. Он падает со своей стороны, он очень взволнован, увидев Нанашиму в своем костюме Сиона, и начинает кружить вокруг него, восклицая, что он невероятно похож на его любимого персонажа. Тогда обратите внимание, как красиво выглядит Шинамия в своем костюме принцессы. После этого комментария Нанашима насмехается над ним и говорит ему, что Каэ даже не видит в нем мужчину. На что Шинамия отвечает, что по крайней мере его считают настоящим человеком. Они оба сразу начинают спорить, в то время как Гарачи окружают девушки, восхищенные тем, как хорошо он выглядит в своем костюме для атаки титанов. Внезапно мальчики замечают, что Кай плачет от счастья, наблюдая, как они надевают костюмы, которые он приготовил для них. Этот ее образ настолько трогает их, что они чувствуют себя довольными тем, что надели свои костюмы в этот момент и стали причиной их радости. После завершения подготовки к фестивалю мы видим Каэ по дороге к станции метро в сопровождении мальчиков. Она предлагает им вместе посетить другие киоски фестиваля. Все, кажется, согласны, однако Игарачи отказывается идти с ними и выражает свое желание перестать притворяться, что они просто друзья, поскольку он влюблен в Кая и хочет проводить с ней больше времени наедине. Это заявление вызывает противодействие Нанашимы и Шиномии. Однако предполагает прервать их разговор. Каэ с облегчением думает, что это разрешит ситуацию, но быстро понимает, что это не так,
поскольку предполагает составить график, чтобы проводить время с Каем. На следующее утро мы видим, что Нанашима первым проводит время с Каем, поэтому он просит его подождать его немного, пока он переоденется. Однако уже предлагает ему прогуляться в платье Сиона. Одноклассница, которая подслушивает их разговор, просит его раздать несколько листовок, рекламирующих кофе. В результате, как только они выходят на улицу, ученики, которые их видят, собираются вокруг них, чтобы сфотографироваться с ними. Поэтому Нанашима начинает беспокоиться, так как если они будут продолжать в том же духе, они будут тратить свое время наедине с ней. Он внезапно берет Кайлу за руку, она работает фотографом. Она взволнована возможностью сфотографировать своего любимого персонажа. Заметив это, Нана прижимает ее к стене и напоминает ей о том, что он не вымышленный персонаж, а настоящий мужчина, и хочет, чтобы она отнеслась к нему серьезно. Как раз в тот момент, когда он собирается поцеловать Сумму, он прерывает их, потому что его время с Каей закончилось. Тогда разъяренная Нанашима упрекает его в том, что он мог подождать еще один момент. Однако он отвечает, что правило есть правило, и что теперь его очередь быть с Каей. После чего Асума отводит ее к стойке Якисабы в школе, затем предлагает ей попробовать свою еду, и она, не задумываясь, ест теми же палочками для еды, что и Кая, которую он явно использовал. Этот поступок заставляет Кэй очень нервничать, поскольку она понимает, что технически у них был непрямой поцелуй, прежде чем ситуация может быть продолжена. И вмешивается Гарачи, чтобы объявить, что теперь настала ее очередь, поэтому он берет ее за руку и уводит в укромное место. Нанашимак стоял рядом, с подозрением наблюдая за Сумой. Он упрекает его в том, что она также не может доверять ему в том, что он бросил Кая. И впоследствии мы видим, что место, куда он ее привел, это представление пьесы Шиномии. Однако, заметив, что она обращает внимание только на Шиномию, берет ее за руку. Это приводит к тому, что Каэ не может сосредоточиться на его исполнении, и как только пьеса заканчивается, она понимает, что все это время была вне себя. Наконец-то настала очередь Шиномии, которая решает отвести Каэ в дом с привидениями, чтобы доказать свою мужественность. Однако, оказавшись внутри, начинает бояться привидений. Столкнувшись с этим, Каэ находит его реакцию очаровательной и берет его за руку, чтобы вести к выходу. Шиномия сразу понимает, о чем она думает, и притягивает ее к себе. В этот момент его прерывает манекен, который пугает его, что приводит к тому, что он перескакивает, и из-за веса оба в конечном итоге падают на землю. Внезапно она замечает, что он падает между ее грудей, что заставляет ее выбежать с места. Тем временем мальчики спокойно ждали снаружи, уверенные, что Шиномия не сделает с Каэ ничего неподобающего. Однако мы видим, как Шиномия выходит из дома с привидениями, с кровотечением из носа и блестящими глазами из-за того, что только что произошло. С другой стороны, Каэ направляется прямо к своей подруге Мане, чтобы рассказать ей о том, что произошло между ней и мальчиками. Там она признается ему, что не готова стать главной героиней этой истории и предпочитает быть просто еще одним зрителем. На это Амана отвечает ей, что парни, вероятно, думают о дальнейшем развитии своих отношений с ней. Этот комментарий еще больше удручает Лапрота, поэтому Амана решает оставить ее в покое, чтобы она могла подумать. А затем к ней подходят ребята из другой школы, чтобы приставать к ней. Так что Амана решает оставить ее в покое, чтобы она могла подумать. Падающий в конечном итоге попадает в одного из них и явно покидает место происшествия. Парни гонятся за ней на полной скорости, и она начинает кричать о помощи. Первым прибывает Игарачи, который, увидев ее в беде, без колебаний защищает ее и бьет одного из парней, который явно ее раздражает. Вскоре после этого появляется Ванашими и вступает с ними в бой. Видя, как мальчики дерутся из-за него, вмешивается Ка, чтобы остановить их, так как он не хочет, чтобы они пострадали. Позже Каи встречается с мальчиками в классе и со слезами на глазах ясно говорит ему, что его намерение не заключалось в том, чтобы они соревновались друг с другом. Он также подавлен тем, что его обнимут, если они будут так нежны с ней. Тогда Игарачи понимает, что то, как они себя вели, влияет на Кайо, поэтому они решают отложить в сторону свои намерения и остаться с ней друзьями, как они это делали до сих пор. Во время смены сцены наступает время костра на школьном дворе, и мальчики должны пригласить девушку, которой им больше всего нравится, потанцевать у костра. Однако, видя, что Кай подавлена всем напряжением, которое она испытывала все эти дни, они решают потанцевать друг с другом, чтобы снять напряжение. В углу двора мы замечаем, что Кай и Аман наблюдают за всем, что происходит между парнями, поэтому они оба очень взволнованы. Они взволнованы и подтверждают, что лучшее решение, которое они приняли, это пойти по пути беглецов. Во время смены сцены Нанашима предлагает парням заказать караоке, чтобы отпраздновать новогоднюю вечеринку. Все согласны с этой идеей, за исключением самой Каэ,
которая сообщает им, что в этот день она будет занята посещением Комикет, так что она явно не сможет присоединиться к ним. Нанашима шокирован этой новостью и спрашивает Шинамию, который явно является комиком. Этот объясняет ему, что это мероприятие, на котором продаются манго и аниме. В этот момент Игарачи вспоминает, что Каэ посещала это же мероприятие во время летних каникул. Услышав это, Нана говорит ему, что поскольку Каэ уже была летом, ей не обязательно ехать на Рождество, так как это время закрытия года. Однако Каэ отвечает, что именно поэтому она должна пойти на съезд. Потому что в противном случае она чувствует, что ее год не может быть завершен, правильно сделать вывод, если он не пойдет. Сразу после этого Сума узнает по телефону от Шиномии, что есть клуб исторических исследований, который выглядит довольно интересно. Тогда он предлагает всем вместе пойти в Камакот, а затем посетить вечеринку в честь Нового года. На следующее утро мальчики встречаются с Каэ, которая, как показано, полна энергии и очень рада присутствовать на мероприятии. С другой стороны, мальчики кажутся измотанными, так как им пришлось рано вставать, чтобы пойти, и они подозревают, что они будут единственными на месте. Перед отъездом Каэ вручает им книгу об истории комиксов, чтобы они могли прочитать ее, пока едут в метро. Затем она поворачивается, чтобы проводить их в обетованную землю Атаку. Оказавшись на месте, мальчики поражаются, увидев, что собралось так много людей. Однако Каэ говорит им, что на самом деле в этом году людей меньше, чем обычно. Услышав это, Нанашима и Шинамия держатся за руки, испугавшись, представив, что это место может быть еще более переполнено людьми. Они сразу же все направляются к входу, чтобы выстроиться в очередь, но чего они не знали, так это того, что им придется ждать 2 часа, пока вход в ресторан явно не откроется событие. Через некоторое время из-за того, что на улице холодно, Каэ раздает им обогреватели. Эта деталь трогает мальчиков, заставляя их продолжать ждать. Однако открытие входа откладывается еще на час, и вы можете видеть, насколько они измотаны после всего ожидания. Они немедленно разделяются на 2 группы, чтобы помочь Кайо с покупками. Она чувствует себя подавленной, благодарит их за всю их помощь, и Гарачи говорит ей, что ей не о чем беспокоиться, так как чем быстрее они закончат с покупками, тем скорее они смогут отправиться на рождественскую вечеринку. Когда мальчики направляются к своим соответствующим торговым точкам, Каэ очень взволнованно наблюдает за ними. Она снова чувствует себя очень благодарной за их помощь, но в то же время чувствует себя виноватой за все, через что им придется пройти. Быстро Хига и Нана понимают, за что она им так благодарна. Оказывается, им приходится прогуливаться перед несколькими фугончи, которые наверняка ждут его, пока они покупают мангу Биэл, которую Каэ хочет прочитать. В то же время мы видим, что пришло время Каэ, и с очень взволнованным дыханием он говорит продавщицам, что хочет все манги, которые у них есть в наличии. С другой стороны, у Шиномии проблемы с Адзумой. Последний очень мил, что приводит в изумление продавщиц в киосках, которые начинают думать, что он ангел. К тому же Адзума похож на ребенка и всегда находится на грани того, чтобы затеряться в толпе, поэтому Шинамия хочет закончить свою домашнюю работу как можно скорее. Позже мы увидим, что Прота первым добирается до места встречи и там отправляется на поиски мальчиков. Однако какой-то субъект начинает приставать к ней и фотографировать без ее согласия. В этот момент человек, одетый как персонаж Себастьяна Блэка Батлера, явно встает на ее защиту. Этот поступок заставляет всех присутствующих на месте явно поддержать Кая, заставляя человека, который ее раздражает, извиниться, поскольку его плохое поведение создает плохой имидж фанатам сериала. Косплееры, которые посещают мероприятия, чтобы насладиться ими. Это приводит к тому, что хулиган извиняется и убегает в страхе, когда его разоблачают. А затем парни прибывают на место происшествия и сообщают Кайо, что заблудились и по этой причине опоздали. Следовательно, человек, который спас Кайо от преследователя, прощается с ней поцелуем в руку, что вызывает панику у всех мальчиков. Наконец-то наступает долгожданный для всех момент, а именно рождественская вечеринка. Но чего они не знают, так это того, что возвращение из Комикеда оказывается более сложным, чем поездка туда и обратно. Поэтому им предстоит долгий путь, прежде чем они доберутся до места назначения. По прибытии в караоке мы видим, что Кай испытывает большой энтузиазм на выходе. Тем не менее, ребята чувствуют себя измотанными после напряженного дня. На следующее утро Прота идет к своей подруге Мане, чтобы рассказать ей о том, что произошло в Комикете. Неожиданно перед ней появляется человек, переодетый Себастьяном, и оказывается девушкой по имени Шима. Затем они направляются в школьную столовую, и он представляет ее всем мальчикам, которые поражены, узнав, что это была женщина. Этот факт приносит им очень кратковременное облегчение,
хотя Нана и Шинамия чувствуют себя побежденными, так как Сима очень популярна среди девочек. К тому же она уже сделала все возможное, чтобы спасти свою жизнь. Я планирую с Лапротой встретиться и поговорить о его рукаве у него дома. Поскольку они все еще не совсем уверены в своем отношении к Эйкой, они также решают присоединиться к ним. Оказавшись в ее доме, они понимают, что она похожа на персонажа из манги, потому что она очень богатая и обладает разными способностями. Ты предполагаешь, что первым поддался чарам Симы, поскольку он удивлен, увидев несколько фигур в старом здании, поэтому он начинает послушно следовать за ними по коридору. Весь дом. Вместо этого Шинамия и Нана чувствуют, что потеряли одного из своих. Затем они направляются в раздевалку Симы. Аликая выбрала очень красивое платье, но Сима говорит ей, что это ничто по сравнению с платьем, которое она шила для Шиномии. Затем Сима рассказывает, что присутствовала на просмотре его работы и комментирует ему, что, по ее мнению, оно выглядело великолепно. Этого простого комментария было достаточно, чтобы завоевать расположение Шиномии, который также автоматически начинает следовать за ней. Впоследствии они направляются в библиотеку, и там Каи обнаруживает, что Сима – автор манги BL. Нана Сима, который наблюдает за всем этим в глубине души, говорит ему прекратить преувеличивать свою ложь и чтобы продемонстрировать свое мастерство. Девушка рисует ему здесь своего любимого персонажа в доказательство того, что она настоящая женщина-мангака. Этого откровения оказалось достаточно, чтобы полностью увлечь Каэ, которая подходит к Симе, затаив дыхание, потому что невольно оказалась перед своим любимым автором манги. Став свидетелем этой ситуации, Нана Сима пытается нарисовать рисунок, чтобы доказать, что в этом нет ничего страшного, но в конечном итоге оказывается в полном замешательстве. Затем мы видим, что Кай Сима замышляет что-то довольно зловещее, и это план, в котором мальчики явно являются главными действующими лицами. Там он просит у них разрешения сделать несколько фотографий. Затем мальчики позируют парами, и видя, что они такие жесткие, Каэ показывает им, как они должны это делать, используя Симу в качестве примера. Тем не менее, Шима подносит ее к своим губам и явно заканчивает тем, что целует ее, что приводит парней в полное недоумение. После этого она предупреждает их, что если он не начнет рассматривать ее как настоящую соперницу, она в конечном итоге победит Лапрота. И это явно слишком беспокоит всех парней, потому что они собираются навсегда лишить их любви всей их жизни. Во время смены сцены в Кентукки мальчики собираются в доме Чимы, чтобы приготовить шоколад для конкурса на День Святого Валентина. Призом победителю станет иллюстрация, подписанная знаменитой мангакой. Не теряя времени, Каи решает сделать презентацию двух Дисион. Ребята впечатлены его самоотверженностью и мастерством. Тем не менее, Каэ в конечном итоге разрушает модель Сиона, которую он создал, поскольку ему не удалось передать истинную красоту персонажа. Столкнувшись с этим, Шима предлагает мне сделать модель 3D, чтобы произвести впечатление на присяжных. После некоторой практики они понимают, что Прота не очень хорош в этом, и по какой-то причине, несмотря на их усилия, их фигуры продолжают деформироваться, в результате чего получается абстрактное произведение. Тогда Шима решает подарить ей свою скульптуру, чтобы она представила ее на конкурсе в честь Дня Святого Валентина. На следующий день Лапрота сообщает мальчикам, что они прислали шоколад, который она приготовила сама, так как в конце концов это шоколад ко Дню Святого Валентина. И самое главное, это любовь, которую она испытывает, он поставил на то, чтобы сделать их. Сейчас же достань сумку, в которой ты хранишь детали, чтобы поблагодарить их за их дружбу. Этот жест очень очаровывает мальчиков, которые впечатлены его милостью и простотой. Позже Нана и Хига встречаются на террасе школы. Хотя они знают, что шоколад, который дала им Прота, является символом дружбы, это побуждает их продолжать завоевывать ее. Однако они не знали, что очень скоро их чувства будут подвергнуты испытанию. Учитывая, что Кая подумала, что было бы расточительно позволить остаткам шоколада на День Святого Валентина пропасть даром, поэтому она решила, что это было бы пустой тратой. Который решил съесть все это и в итоге вернулся к своему первоначальному весу. Увидев ее в таком состоянии, Хига и Нана шокированы. Тогда Сигэ предупреждает Проту, что опасно так резко менять ее вес. Его беспокойство трогает Проту, которая невинно улыбается ему, но Насима не может отделаться от изумления и в конечном итоге теряет сознание. Тем не менее, по дороге сталкивается с Шиномией, который теряет сознание после удара. После этого мы видим, что Шиномия в шоке, ворочается в своей постели, желая проснуться от этого кошмара и вернуть Кайо в нормальное состояние. Со своей стороны Нана полна решимости помочь Кайо похудеть, потому что, хотя она и знает, что она добрый человек,
Она предпочитает, чтобы она была красивой, чем красивой симпатичная толстушка. Тогда продолжай. В этот момент он говорит ей, что это решение зависит не только от него, а затем Шинамия встает со своего места. Ложится спать и говорит Нанё, что то, как она думает, ему явно не нравится, но она соглашается с ним и решает заключить союз, чтобы помочь Кайо снова похудеть. Вернувшись в гостиную, мы видим, как он падает вместе с Шимой, у которого стол завален сладостями. Там он признается, что увидев ее такой округлой и мягкой, он не может не захотеть ее накормить. В этот момент Наносима начинает плакать, так как эта ситуация глубоко затрагивает его. Затем Кая сообщает мальчикам, что Чима собирается устроить для нее вечеринку, потому что она получила специальный приз на конкурсе в честь Дня Святого Валентина. И ее пригласили на церемонию награждения вместе с актерами голосом. Нана рассматривает это как возможность убедить Кай сбросить вес, поэтому она говорит ему, что встретит много людей, которыми она восхищается. Поэтому она должна предстать в своей лучшей форме. Затем ты навязываешь Кайо режим тренировок, который выводит ее из себя. Вот почему в конце дня Шинамия предлагает Кайо похудеть, танцуя в ритме ватагей, и за это демонстрирует им, как это делать. Увидев это, мальчики смотрят на него с выражением смущения, однако Каэ приходит в восторг от этой идеи, и все решают попрактиковаться в танце. Танцуй. В этот момент мальчики понимают, что танец очень утомительный, но она продолжает тренироваться, пока не упадет в обморок. Из-за этого мальчики ссорятся, потому что они сильно давят друг на друга, и Шима с этим не согласна. Позже мы видим, что Каи испытывает к ней притеснение, которое очень обеспокоено ее состоянием, учитывая, что Шима постоянно преследует ее, чтобы помешать мальчикам уйти. Заставляйте ее тренироваться, когда она еще не готова. Я иду дальше, и Гарачи решает отвезти его в более тихое место, чтобы он мог расслабиться. Именно там, видя доброту и заботу Каи о своих друзьях, он снова влюбляется в нее, понимая, что ей нравятся все ее версии, будь она пухленькой или худой. Впоследствии Нана и Шинамия соглашаются создать стимул для Каи, чтобы она чувствовала себя более мотивированной в похудании. Их план состоит в том, чтобы составить график, в котором для каждой достигнутой цели парни устраивали для нее довольно стимулирующую сцену. После этого она падает, ей удается похудеть, и все парни уходят довольные, хотя и немного сожалея о затратах, которые им пришлось заплатить. Внезапно Шима показывает им последний стимул для усилий Ла-Прота, и он заключается в том, что Нана и Гарачи целуются. Пока это происходит, Каэ наблюдает на расстоянии, широко раскрыв глаза, чтобы не упустить ни мгновения этого захватывающего события. На следующий день мы видим, как Каэ приходит в школу с потерянным видом и красными пятнами. Мальчики понимают, что именно так и произошло, поскольку она очень рассеяна и не обращает внимания ни на одного из них. Позже в столовой она признается им, что нашла кого-то особенного. Они сразу же удивляются, потому что теперь им придется соревноваться с кем-то другим. Однако она рассказывает, что ее зовут Акане, и что она новый любимый персонаж аниме. Услышав это, ребята облегченно вздыхают, потому что речь идет о вымышленном человеке. Кроме того, мы видим, что Шима тоже одержима им, и у нее есть картинки на обоях и все такое. Тут же Шинамия спрашивает его, что произойдет с его бывшей платонической любовью по имени Шион, на что она отвечает, что этот персонаж теперь в Зале Славы. Позже Кая показывает ему трейлер аниме, чтобы он немного понял, о чем идет речь, но они сбиты с толку, учитывая, что персонаж Акане обладает способностью превращаться в доспехи, а ее душа проникает в ее друга. Затем Прота и Шима начинают спорить из-за сюжетной линии, поскольку один объясняет сюжет одним способом, а другой утверждает, что все наоборот. По этой причине они в конечном итоге враждуют, и каждая девушка идет своей дорогой, оставляя парней в еще большем замешательстве. Позже они сталкиваются лицом к лицу в коридоре и игнорируют друг друга. В этот момент Амана понимает, что ее подруга и Чима поссорились, поэтому она объясняет мальчикам, что ссора из-за аниме может положить конец отношениям между их друзьями. Благодаря этой информации они взялись за дело, чтобы попытаться помириться. Затем они составляют план, в котором они звонят каждому по отдельности, чтобы встретиться в магазине аниме. Увидев у входа в заведение девушек, пытается сбежать, но они берут их за плечи, чтобы они не двигались, и против их воли предлагают пойти выпить кофе. Однажды на сайте они упоминают, что смотрели аниме и что оно им очень понравилось. Услышав это, и Кая, и Шима приходят в восторг и начинают говорить, но тем не менее снова ссорятся по той же причине, что и главный герой. Наконец, Ишима предлагает создать фанфик на следующей неделе, и тот, у которого будет больше просмотров, станет окончательным хитом.
После закрытия сделки каждый уезжает к себе домой, но Игараси вмешивается в девушку, чтобы предупредить ее, что бы ни случилось. Вполне вероятно, что она и Кая разорвут их дружбу. Однако Шима и не думает выкручивать руку и готова прекратить разговаривать с Протой. В последующие дни мы видим, что каждая из них делает все возможное, чтобы создать лучший фанфик. Ребята понимают, что ей это слишком дорого обходится, поскольку она не занимается писательской деятельностью и у нее слишком много орфографических ошибок. Вот почему Шинамия пытается убедить Симу прекратить эту абсурдную войну, потому что более чем очевидно, что у нее большой опыт в такого рода делах и вещах. Тем не менее, Шима запугивает его, прижимая к стене, а также дает ему понять, что она готова довести свой конфликт с Каей до конца, до последнего следствия. Наконец-то наступает важный день, и они обе публикуют свои истории. Все четверо парней ждут и гадают, у кого из них будет больше просмотров до крайнего срока на следующий день. После уроков на школьной террасе все следят за тем, кто станет победителем. А затем мы видим, что Шима оказывается победителем с разницей почти в 3 раза на 1000 просмотров больше, чем у Проута. Пока она празднует свою победу, она падает на пол, вот-вот разрыдается в слезах, затем встает и прерывающимся голосом признает свое поражение. Но тем не менее убегает, не собираясь отказываться от того, что ее предложение о чипировании лучше. В следующей сцене Шима чувствует себя виноватой, увидев, что ее подруга в таком состоянии. Тогда вспомни тот день, когда он впервые увидел ее в школе. В то время у Каэ был лишний вес, и она наблюдала, как он упал на одноклассника. Там Шима вспоминает, как она пыталась продать свои первые журналы, и Ла Прота был первым человеком, который их купил. Ей также приходит в голову, что Каэ отправила ей электронное письмо, в котором говорилось, что ей понравились ее журналы, что ее очень обрадовало. Именно тогда она решила искать ее по всей школе, но безуспешно, так как к этому времени Ла Прота сильно похудела и выглядела не так, как обычно. Раньше. Однако однажды она подслушала разговор, в котором выяснилось, что Кайо больше не была той толстой девочкой, которую все знали раньше. Именно тогда Кая поняла, что больше не является той толстой девочкой, которую все знали раньше. Она узнала настоящую причину, по которой я больше не ходил в школу. Он, наконец, пришел в себя, ставя своей целью встретиться с ней. Затем мы возвращаемся в настоящее, и он решает, что не повредит их дружбе из-за чего-то такого глупого, как чипирование. Поэтому он берет трубку и сразу же набирает номер. Но мы видим, что Ла Прота так опечален поражением, что у него нет настроения, в противном случае она ни за что не ответит. Поэтому Шима мчится на полной скорости, чтобы встретиться с ней как можно скорее. Кай оказывается в окружении парней, которые подбадривают ее, говоря, что несмотря на то, что она проиграла, ее история очень хороша. Она признается ему, что хотя она явно недовольна Чимой, ей все еще нравятся ее истории, и это явно потрясает ее до глубины души. Чима, которая стояла позади нее, краснеет и говорит ему, что ей тоже нравится его история. Наконец-то обе девушки выражают свою любовь друг к другу и обнимают друг друга, принося извинения за то, что вели себя таким образом. Затем, меняя сцену, Ла Прота упоминает, что завтрашний день будет годовщиной кончины человека, на котором был основан ее любимый персонаж. Поэтому она планирует совершить паломничество в Рим и самостоятельно добраться до места. Услышав это, Шима приходит в восторг от этой идеи и предлагает ему пойти с ней. Однако мальчики понимают, что для того, чтобы добраться туда, им придется провести ночь вместе. Поэтому они автоматически предлагают поехать, тем самым нарушая планы Шимы. На следующий день они прибывают в отель, где собираются остановиться, и Кайо кажется, что это что-то деревенское, но освежающее. Позже они поужинают, а затем искупаются в горячих источниках. Позже они сыграют в одну из них в комнате, но тут же мальчики разозлятся и устроят драку подушками. В разгар суматохи Гарачи поскользнулся и упал на кровать. Он немедленно извиняется перед ней, но она краснеет и отвечает, что все в порядке, что ничего не было. Тем не менее, Шима и остальные злятся на этот подход и начинают бить его подушками. В этот момент в ярость приходит хозяйка отеля, чтобы предупредить их, чтобы если они не заткнутся, она вызвала полицию. Я продолжаю, и Гарачи замечает, что Прота все еще краснеет из-за того, что явно недавно произошло. На следующее утро они идут на церемонию, а затем посещают музей Акана в реальной жизни. Кроме того, они наблюдают за другим персонажем, которого они называют лордом, и мальчики не могут понять, как они видят его таким же, поскольку в сериале они изображают его таким образом, который не имеет к этому никакого отношения с настоящим мужчиной, который умер сотни лет назад. Позже они идут к могиле, где покоятся ее останки, и они молча молятся более 30 минут. Мальчики мертвы от скуки, если не считать того, что он сопровождает ее на молитве. Позже в ресторане они в восторге от приятных паломничеств, которые они совершили в течение дня.
Каэ упоминает, что она уже поместила фотографию гробницы в качестве обоев, чтобы я всегда сопровождал ее. Однако Адзума говорит ему, что там находится только обезглавленное тело Господа, а затем рассказывает кровавую историю его смерти, о том, как его голова оторвалась от земли. Лечу на остров напротив. После обеда взволнованная Прата предлагает навестить ее, однако владелец ресторана предупреждает их, что этот остров проклят, поэтому ни один местный житель не осмелится туда пойти. Несмотря на это предложение, Каэ кажется идеальной, потому что она желает, чтобы Дух Господа проклял ее. Чима тоже хочет, чтобы это произошло, чтобы она могла всегда быть с ним. В следующей сцене он направляется к причалу, где они замечают, что единственным средством передвижения, на котором можно добраться, являются лодки в форме лебедей, в которых на судне может разместиться только 2 человека. Вот почему Прата предлагает поиграть в камень, ножницы и бумагу, чтобы решить, как будут складываться пары по воле судьбы, и Гарачи повезло пойти с ней, производя их на всех остальных. Потом, пока они явно крутят педали, чтобы добраться до острова, и Гарачи пользуется моментом, чтобы еще раз извиниться за то, что произошло прошлой ночью. Она нервничает и снова говорит ему, чтобы он не беспокоился о явном недоразумении, но он отвечает ей, что с тех пор она избегает его. Ла Прата нервничает еще больше и говорит ему, чтобы он привык к такого рода подходам, и после этого берет ее за руку. Позже Шима и Нана чувствуют, что что-то происходит, и бросаются крутить педали, чтобы Гарачи не смог что-то сделать с Ла Пратой. Там они врезаются в него сзади, пытаясь заставить его упасть в воду, в то время как они кричат на него, что он извращенец. Потом небо темнеет и начинается дождь. Кроме того, они наблюдают, как на остров падает гигантская молния, из-за чего она и Нанашима перестают их поражать. После этого образуется водоворот, и все мальчики упадут на дно озера. Асума понимает, что Каэ тонет, и он явно идет ей на помощь. После этого ведет ее к берегу, но замечает, что девушка не дышит из-за того, что наглоталась большого количества воды. С другой стороны, Гарачи переводит дыхание Наны изо рта в рот, который также находится очень-очень без сознания. Чима не упускает возможности увидеть 2 целующихся мужчин и делает много фотографий, и в конце концов Нанахиме удается проснуться. В то же время она предполагает, что решает сделать Проту вдох изо рта в рот, но когда она приближает губы, она просыпается, смывая всю воду с ее лица. Я продолжаю слышать, как остальная часть группы выкрикивает их имена, и они бегут им навстречу. Тем не менее, мы видим, что она забывает свой телефон на песке с фотографией могилы в качестве обоев. Однако мальчикам кажется странным, что они слышали их голоса поблизости, но теперь точно не знают, где они находятся. Он даже думает, что они заблудились, потому что они всю дорогу шли по прямой, а на самом деле ходят кругами. Потом мы видим, как он падает и падает на землю, и, прикоснувшись к его лбу, Асуми замечает, что он явно горит в лихорадке. Она только успевает сказать, что ей очень холодно. Тогда Адзума ведет ее в хижину посреди леса и решает уложить ее в постель и, очевидно, развести костер. Однако ему приходит в голову, что от мокрой одежды ей не станет лучше, поэтому он снимает свою и ее одежду, чтобы высохнуть у огня. Потом они закутываются в одеяло, чтобы согреться. Позже, увидев, что я понижаю температуру, он снова надевает его вместе с одеждой. Именно тогда она просыпается, и его очередь объяснять ей, что она потеряла сознание от лихорадки. Внезапно разбиваются оконные стекла, и они выбегают на улицу в спешке. Во время смены сцены остальная часть группы встречает старика, который оказывает им помощь, ведет их в хижину и согревает у костра. Однако они начинают подозревать странные вещи, которые он говорит. Они, наконец, заканчивают убеждать себя, увидев, как меняется его лицо, и поэтому убегают с места происшествия. После этого Асума и Ла Прата натыкаются на армию призраков-самураев, и когда духи бросаются в атаку на Сума, он отбивает его благодаря амулету, который он купил в храме. «Падай, делай свое дело и сражайся со своим амулетом». После тяжелой борьбы она кричит ему, что ее господин не был плохим человеком, когда был жив, потому что в противном случае не было бы так много людей, которые хотели бы этого, или которые явно посещают его памятники. Услышав это, самурай понимает, что сегодня его ценят многие люди, и уходит довольный. Благодаря этому проклятие острова снято, и сразу же появляется остальная часть группы. Однако позже они обнаруживают, что все, что произошло на острове, было коллективной галлюцинацией из-за того, что повар ресторана по ошибке использовал свои галлюциногенные грибы. А затем Шма упоминает о том, что все, что произошло на острове, было коллективной галлюцинацией. По крайней мере, дыхание Игарачи изо рта в рот, которое дала ему Нана, если это произошло на самом деле. Тогда ты выводишь
выводишь его из себя, показывая ему фотографии на своем телефоне. Ниже мы видим, что Асума не до конца верит в историю о том, что все это было продуктом галлюциногенов, поскольку его амулет сильно испорчен великой битвой, которую они вели с духами острова. На следующий день в школе мы можем заметить, что Нанашима чувствует, что она явно отстала в борьбе за любовь Каэ, поэтому она полна ревности и решает что-то с этим сделать. Дома он приходит к выводу, что единственное, в чем у него было преимущество, это то, что он был похож на Чхона. Однако этот персонаж умер и был включен в зал славы. На следующее утро, когда он подходит, чтобы пригласить ее, Шима явно опережает его. Тем не менее падает, обращаясь к группе и давая понять, что он не сможет принимать приглашение из-за того, что ему придется работать каждый праздничный день. Поскольку его главная цель — купить все предложения от товара, связанные с ее любимым аниме. Потом она сообщает, что будет работать неполный рабочий день в парке развлечений для аниме-шоу Пуримон. Услышав это, они мотивируются искать работу в том же месте, чтобы быть рядом с Ла Прота. Потом мы видим, что все устраиваются на разные работы в парке, но только Наначима получает место в танцевальном шоу, так как ей удается показать, что она знает хореографию аниме. Спасибо, чтобы она всегда смотрела сериал вместе со своей младшей сестрой. Придя домой, малышка приходит в восторг от этой идеи и предлагает помочь ему во всем, в чем он нуждается. В последующие дни Нана чувствует себя счастливой, потому что наконец-то проводит больше времени с Каэ, однако однажды она падает в обморок, придя на репетицию, поскольку прошлой ночью она простудилась из-за того, что легла спать с мокрыми волосами. Когда Ла Прота просыпается в своей комнате, он рассказывает ему, что директор предложил ему пойти отдохнуть, поэтому кто-то из персонала привел его домой. Нана начинает бредить от лихорадки, и он садится на нее верхом. Затем он держит ее за руки, чтобы она не могла пошевелиться, и целует ее, но как раз в этот момент входит Гарачи и бьет его. Сразу после этого Ла Прота убегает с места происшествия. Тут Гарачи понимает, что он поцеловал ее ненарочно, он сделал это только потому, что ему это приснилось. Однако в последующие дни Кай не отвечает на звонки. Они подали в суд на Лиру, что она не пришла на тренировки, потому что явно простудилась. Услышав это, он чувствует себя виноватым в том, что передал ей болезнь, когда поцеловал ее. В следующей сцене мы видим, как Прота получает сообщение от Игарачи, в котором говорится, что Нана ничего не помнит о том, что произошло, и просит ее понять это, поскольку ее партнер не из тех, кто лжет в таких случаях. Такая серьезная тема. После этого в комнату заходит ее брат и рассказывает ей о том, что Нанашима приходила к ней, но она пока отказывается принимать посетителей. Сразу после этого она кричит ему с балкона, чтобы он простил его, и просит его присутствовать на шоу, потому что его сестра очень хотела бы этого. Этот дает Такуре рисунок, сделанный его сестрой, чтобы он показал его проте. Она тронута, увидев его, и остается под вопросом, будет ли она присутствовать на важном дне мероприятия. На следующее утро Ла Прота решает представиться, но дает понять Нанашиме, что несмотря на то, что она не виновата в том, что вела себя таким образом, она все еще боится его. Позже они уходят, чтобы устроить шоу, оставив сестру Наны и остальную публику довольными великолепной работой с настилом. После шоу она падает с сиянием на лице. Она подходит к нему, чтобы сказать, что доверяет всему, что он ей сказал, и считает, что сегодня он вел себя великолепно. В конце концов, она приходит к выводу, что парни страшные, но иногда им тоже можно доверять. Во время смены сцены мальчиков приглашают в пляжный домик семьи Чима. Находясь в ванной, Шинамия чувствует себя неуверенно со своим телом, что заставляет его пожалеть о том, что принял приглашение, поскольку он всегда был застенчивым мальчиком, который предпочитает проводить лето заперт в своем доме, и его явно никто не видит. Позже они направляются на пляж, и увидев Каэ в купальнике, Шинамия понимает, почему она решила пойти. Позже Нанашима и Гарачи решают заняться серфингом одновременно. Там мы видим, что они оба очень хороши в этом, и все на пляже очень оживлены, очевидно с ними, включая Прота. Увидев это, Шинамия просит одолжить ему доску Нана, чтобы доказать всем, что он тоже может делать то же самое. Однако мальчики сомневаются, что он сможет сделать это с первого раза. Но вопреки его мыслям, Шиномии удается осилить волну с первой попытки. Однако, когда он собирается добраться до берега, он не знает, как остановиться, если в конечном итоге упадет между грудей Кая. Мечта любого парня, который смотрит это аниме. Даже меня самого. Но мы продолжаем заниматься аниме. В этот момент парни сразу же отбрасывают его, но этот заканчивается кровотечением из носа из-за того, что только что произошло. После этого инцидента он направляется в ресторан, где Шинамия не может не извиниться и постоянно размышляет о том, что произошло. Она понимает, что это был несчастный случай, поэтому она явно просит его не волноваться и закончить есть, чтобы она могла пойти поиграть в волейбол. Они внезапно замечают, что довольно громкие строители издеваются над девушками.
Столкнувшись с этой ситуацией, Шима решает забрать Каэ, чтобы другие могли позаботиться об этом. Затем мы видим, как Нанашима подходит к этим мальчикам и выливает им на голову стакан пива. Один из них в ярости встает со стула, но вмешивается Адзума и предупреждает их, что им лучше не связываться с ними, иначе они отключат его очень дорого. Позже они направляются туда, чтобы приготовить барбекю, и мы замечаем, что Шинамия довольно обескуражен, так как он понял, что это не так. В отличие от своих сверстников, он не тот человек, который может защитить Кая. В этот момент он замечает, что рядом с протой находится змея, поэтому он решает прыгнуть на нее и в конечном итоге опрокидывает тарелку, в которой варилось все мясо. Из-за смущения, которое он испытывает, он встает и объявляет всем, что уходит из дома. Это очень сбивает с толку всех, кто какое-то время думал, что Шинамия довольно неуклюжая, к тому же она пошла не в том направлении. Каэ, которая очень беспокоится о нем, решает пойти и найти его. Поэтому Шима и мальчики идут за ней. Когда они идут по дороге, по которой ушла Шинамия, они проходят через мост. Каэ быстро пересекает его, но Нанашима, который боится высоты, не пропускает других. Как только Каэ пересекает мост, он рушится, однако они понимают, что на самом деле обрыв был довольно низким, так что, очевидно, ничего не происходит. Тем не менее, они должны найти другой путь, чтобы выбраться оттуда. В этот момент Шима сообщает им, что на этом месте есть заброшенный отель. Услышав это, Каэ говорит им, что будет продолжать искать Чина, и что они могут опередить отель. Сразу после этого она начинает выкрикивать его китайское имя, чтобы найти его. Он внезапно отвечает ей из-за кустов, и увидев, как он падает, у него начинается кровотечение из носа. Из-за того, насколько уязвимым он выглядит, он запутался в растении. Как только он его развязывает, он спрашивает его, как он оказался таким образом. Затем ему рассказывают, что в начале лианы он схватил свою ногу и из-за этого упал, и пытаясь снять ее, он продолжал запутываться, пока не оказался в таком положении. Затем начинается дождь, и они направляются к месту встречи. Однако, прежде чем войти, мы замечаем, что что-то наблюдает за ними с верхнего этажа заброшенного отеля. Находясь внутри, Шинамия извиняется перед Протой за то, что доставил неудобства во время поездки, и признает, что это его вина, что они оказались в такой ситуации. Внезапно они слышат позади себя шум, и Шинамия выходит вперед, чтобы защитить Каэ от всего, что находится в отеле. Хотя он напуган подобными вещами и темнотой, он понимает, что что-то позади него издает очень жуткие звуки. Обернувшись, замечает, что это Каэ, которая поет одну из своих песен, чтобы отпугнуть духов. Там Прота говорит ему, что на нее можно положиться, потому что на острове она боролась с духом Господа. Однако помнит, что это была всего лишь галлюцинация, но это не лишает его опыта, который он испытывает каждый раз, когда молится у алтаря Сиона. Затем раздается насмешливый смех других мальчиков, и Шинамия узнает, что это те же самые молодые люди из ресторана. Хулиганы быстро схватывают Каэ и угрожают Шиномии, который кажется безобидным. Тем не менее, используют первую оплошность, чтобы ударить одного из них и быстро сбежать с места происшествия с Каэ. Выйдя из здания, они замечают, что Нана и другие мальчики находятся снаружи. Увидев это, молодые люди приходят в ужас, осознавая серьезные последствия, с которыми они столкнутся, если снова встретятся с ними. Позже Шинамия извиняется перед своими товарищами за то, что доставил им столько неприятностей во время поездки. Они отвечают ему, что уже достаточно привыкли к его небрежности. Это приносит большое облегчение Шиномии, который понимает, что ему предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет победить Каэ. Однако, когда он пытается не отставать от мальчиков, он в конечном итоге падает в канализацию. Они снова смотрят друг на друга, жалуясь на то, какой он неуклюжий. Наконец, Шинамия снова извиняется, в то время как мы видим, что Сима и Акаэ сосредоточены на нем, потому что, хотя он небрежен, он все еще кажется очень милым. Затем, во время смены сцены, Сума показывает группе, что он обнаружил карту сокровищ в зале истории. Услышав это, Нанашима подозревает, что это может быть просто шутка, но предположите объясняет, что карта была найдена рядом с очень древней вазой, предполагая, что она могла быть найдена в другом месте. Быть подлинным. Вот почему он предлагает вам сопровождать его в поисках. Все сразу отклоняют приглашение, считая это пустой тратой времени. Тогда Каэ предлагает ему предположить, что у них нет другого выбора, кроме как отправиться на поиски сокровищ вдвоем. Внезапно все передумали и решили присоединиться к этой охоте за сокровищами с единственной целью – помешать Каю и Асуме быть вместе. Возвращаясь к своим занятиям, мальчики вынашивают план, как уберечь Адзуму от Прота.
Однако Асима говорит им, что он явно думал об этом некоторое время назад. И дело в том, что Адзума до сих пор не проявлял интереса к Кайо. Немного поразмыслив, все признают его правоту и решают выяснить его истинные намерения с помощью прота. На следующее утро группа направляется ко входу в пещеру, отмеченную на карте сокровищ. Поскольку это может быть опасно, мальчики входят первыми, чтобы убедиться, что это место безопасно для девочек. Воспользовавшись тем, что они одни, если Гарачи спросит Сума, что он думает о Каэ, тот ответит, что ему это нравится, и парни будут шокированы его откровением. Однако добавляет, что ему также нравятся Нанашима и Шинамия, что заставляет всех краснеть. И Гарачи разъясняет, что он имел в виду не такую привязанность, а более романтическое чувство. Здесь мы понимаем, что этот Крэк – не что иное, как Нихуан, как я, Пинакола Сад. Как раз в тот момент, когда Асума собирается ответить на его вопрос, девушка приходит обеспокоенная, потому что они так долго ждали. Позже, когда они войдут в пещеру, можно заметить, что Асума очень задумчив, так как он никогда не задумывался, действительно ли он нравится Кайо. Внезапно Нанашима чувствует, как с его головы капает вода. Освещая потолок пещеры, они обнаруживают, что он полон летучих мышей, которые явно рассеиваются от света. Когда им наконец удается спастись от стаи летучих мышей, Нанашима, думая, что это Кайо, хватает Шинамию за руку. И как только Шима обнаруживает их, он пользуется возможностью сделать несколько снимков. В этот момент они понимают, что Асума и Кайо не с ними. С другой стороны, мы видим, что Асума парализован страхом темноты и переживает свою детскую травму в замкнутом пространстве. Заметив это, Каэ берет его за руку, заставляя его чувствовать себя в безопасности. Тогда они решают отправиться на поиски остальных. Они внезапно слышат какие-то голоса, и Кай пытается позвать их, однако удивлена Асумой, которая обнимает ее, чтобы остановить ее, желая провести с ней больше времени наедине. После встречи с остальными они добираются до сундука с сокровищами. Как только Асума заглянет внутрь, мы обнаружим, что это письмо от бывшего президента исторического клуба, который оказывается братом Асумы. На следующее утро прибывает профессор-стажер, представившийся как Казума. За обедом мальчики расспрашивают Асуму о том, как это возможно, что его брат работает учителем в школе, а он об этом не узнал. Это наводит его на мысль, что, возможно, он мог поладить со своим братом. Однако в этот момент появляется Кадзума и разъясняет, что это не так. Затем он проявляет очень нежные чувства к своему младшему брату, а затем спрашивает мальчиков, с кем встречается его дорогой младший брат. Асума быстро дает ему понять, что ни с кем из них у него нет романтических интересов. Тогда Нанахима противостоит ему и спрашивает его, что как он может думать об этом, если его любимая младшая сестра не любит его. Большинство из них мальчики. В этот момент Кадзума подходит к Нанё и говорит ей, что пол не является проблемой, когда дело касается любви. Шима и Каэ сразу взволнованы сценой между ними двумя. Это заставляет Кадзуму сильно привязаться к Каэ, и как раз в тот момент, когда они собираются соблазнить друг друга, Кадзума напоминает ему, что перерыв подходит к концу. Поэтому он должен пойти на урок. Это заинтриговало Кадзуму, который никогда не видел своего брата в таком гневе. Дни шли за днями, и Кадзума быстро адаптировался к школьной обстановке, а также стал очень популярной фигурой среди учеников. Во время смены обстановки мы видим, что Каэ посвятила свои выходные приобретению манги, которую она собиралась прочитать. Но выходя из магазина, увидела, что Каэ тратит свои выходные на то, чтобы купить несколько мангалов, которые она собиралась почитать. В аниме она встречает Кадзуму, который приветствует ее и приглашает выпить. Пользуясь моментом, Каэ решает спросить его о своем брате. Тогда Кадзума рассказывает ему о том времени, когда он оставил своего брата в пещере и забыл его там на всю ночь. Услышав это, Каэ указывает ему, что это не очень приятная история для Сумы, поскольку после того дня он остался с травмой, связанной с темнотой и пещеры. И, наконец, дублер извиняется перед ней за то, что навлек на нее дурные воспоминания. На следующий день Каэ первым приходит на собрание клуба и начинает убирать в гостиной, и когда она обнаруживает, что убирает вещи на высокой полке, входит Кадзума и показывает ей фигурку Ксиона, сделанную для редактирования ограниченной. Она волнуется, но чуть не уронила что-то с полки. В этот момент Кадзума притягивает ее к себе и явно пытается поцеловать, но вмешивается его брат. Он тут же напоминает ему, что он учитель и не должен так вести себя со студентами. Он также добавляет, что Каи его девушка. Как раз в этот момент входят ребята, встревоженные тем, что они только что услышали. Там им поручено опровергнуть, что они парни. Поэтому Казума понимает, что его брат просто хотел защитить Лапрота. После этого он шутит, что не может сдержаться перед такими милыми людьми. Однако упоминает, что у него больше нет партнера.
Он явно присоединяется к этому соревнованию. Рассерженные мальчики начинают придумывать способ, как избавиться от такого жесткого соперника, как этот, но пытаясь остановить флирт Казумы с Лапротой. Терпит поражение от его методов соблазнения максимум. Вот почему единственная надежда мальчиков – попросить Суму что-нибудь сделать, чтобы остановить их брата. Тогда она идет прямо к нему и прямо просит его прекратить флиртовать с Кая. Однако Кадзума отвечает, что это не игра для него, и признается, что он действительно любит Лапрота. И чтобы это не повлияло на его планы, его запирают в шкафчике, тем самым заново переживая его прошлые травмы. Позже мальчики освобождают его, но он предполагает, что устал, ему больше не хочется продолжать борьбу, и он уходит домой. На следующий день Казума вызывает своего брата на дуэль с охранником замка, делая это на глазах у всех через школьные громкоговорители. Каэ взволнован, услышав предложение о поединке, и объясняет, что это очень забавная карточная игра. К тому же все ученики тоже в восторге от этой битвы. Вначале Сумо очень боялся встретиться лицом к лицу со своим братом, но затем набрался смелости благодаря тому, что Кай сказал ему несколько ободряющих слов. После уроков мы видим, как вся школа собралась в спортзале в ожидании большой дуэли. Там Хима вместе с мальчиками раздает ему посуду, чтобы поддержать своего друга, но в этот момент прибывают два участника. Сикасума влюбляет учеников в себя, так как они входят в спортзал в шлеме любви. Перед началом Адзума предупреждает его, что настанет день, когда он перестанет добиваться своего. И после долгого дня стратегической карточной игры молодой человек удивляет всех, победив своего брата. Однако никто не понимает, что произошло, пока не поступит отчет Суме, что она выиграла битву. Сразу после этого вся школа начинает аплодировать победителю, в то время как их ближайшая группа плачет от счастья. Кадзума с честью принимает поражение и дарит своему брату шлем. Впоследствии Адзума протягивает ему руку, и они оба обнимаются, довольные великолепным зрелищем, которое они устроили. Позже Лапрота подходит поздравить его и спрашивает, что он поставил на карту. Он кладет руку Кайлу на лоб, показывает, что это то, что он очень ценит, и в конце концов признается, что он нравится Лапроте, в результате чего мальчики совершенно поражены. Однако Кай не понимает, что Асума пытался сказать, поэтому он приближается к ее лицу, чтобы дать понять свое влечение к ней. На это парни реагируют и вытаскивают Асуму из зала. Как только там во дворе ее спрашивают, что она собиралась сказать Кайо минуту назад, Асума объясняет им, что он собирался признаться в своих чувствах к ней. Это откровение шокирует Шиму, который спрашивает ее, как это возможно, если она совсем недавно не испытывала никаких чувств по этому поводу. Тогда Асума признается ей, что так оно и было, но что она недавно поняла, что значит любовь. По этой причине ему не терпится признаться против своих чувствах. Услышав это, мальчики возражают против этой идеи, так как им кажется несправедливым, что их явно выдвигают вперед. В ответ Сума предлагает ему, что в этом случае они также должны признаться в своих чувствах против. Таким образом, они понимают, что до сих пор никогда четко не выражали ему своих намерений. И в этот момент Сума отворачивается и говорит им, что они вольны поступать так, как им заблагорассудится, делайте как хотите, но он прямо сейчас скажет вам, что чувствует. Во время смены обстановки мы наблюдаем, как мальчики объединяют усилия, чтобы помешать ему взять на себя выполнение своего заявления. Они готовы пойти до конца, если только он не выполнит свою задачу. Они даже осмеливаются заблокировать его номер телефона от Кая. Однако все эти усилия совершенно напрасны, поскольку пока Шинамия преследует Асуму, чтобы следить за его передвижениями, последний убегает и направляется в комнату вещания. Там через громкоговорители все ученики узнают, что Асума падает после урока на крышу здания. Школа. Услышав это, мы понимаем, что он больше похож на своего брата, чем вы думаете, потому что я использую ту же технику, что и Кадзума, чтобы привлечь внимание Кая. Парни немедленно направляются к нему, чтобы остановить его, но он противостоит им, напоминая, что он согласен, чтобы они тоже признались в своей любви к ней. Поэтому они не должны пытаться его остановить, и наоборот, он приглашает их подняться на крышу, чтобы выразить свои чувства. Эта ситуация заставляет их задуматься, потому что они боятся, что если она выберет кого-нибудь из них, они больше не смогут проводить время с Протой так, как до сих пор. Хотя они приходят к выводу, что хотят стать этим особенным человеком для нее больше всего на свете. Позже все мальчики собираются на крыше, чтобы признаться в своих чувствах, и во время смены сцены мы видим, как Кай идет в дом своей подруги Мане, чтобы рассказать ей, что произошло. Там мы узнали, что все вам заявили, но пришли к единому мнению, что не ожидают от вас немедленного ответа и готовы его дождаться.
Услышав это, Амане говорит вам, что это все решает, и что вам пока не нужно беспокоиться об ответе. Однако Кая заявляет, что она не может этого сделать, так как все они казались очень серьезными, когда признавались друг другу, и она знает, что должна дать ответ кому-нибудь из них. Ее поведение трогает Мане, потому что она думает, что она достаточно повзрослела. Тогда она спрашивает его, что он думает делать с каждым из мальчиков. Кая говорит ему, что Кигарачи хороший мальчик, Наносимо очень сексуален, а ты предполагаешь, что он тихий мальчик, что, вероятно, делает его пассивным. С другой стороны, Шинамия милый и неуклюжий персонаж, который в зависимости от развития его характера может сильно вырасти. И, наконец, он упоминает, что Шима технически богиня, так что, очевидно, она точно Абуки. Услышав это, Амане расстраивается из-за Каи, потому что она постоянно думает только о том, чтобы соединить их вместе. Позже она сожалеет, что думала, что ее подруга повзрослела, и тут же Кая извиняется перед ней и тем не менее показывает ей, что всегда видела их такими. Тогда Амане приходит в голову, что было бы полезно, если бы Прота использовала все варианты, прежде чем принимать решение, как в Атома играх. На следующий день Фолс созывает мальчиков на крышу школы. Там он сообщает им, что со следующей недели у него будет встреча с каждым из них, а затем он даст им очень формальный ответ. Первым, кто пойдет на свидание, будет Протай, очевидно, Игарачи. Этот ведет ее в аквариум, где он явно выглядит очень уверенным в себе. Она замечает, что когда она с ним, она часто краснеет из-за того, что он говорит. Тогда мы увидим, что следующее свидание с Наношимой. Сначала это выглядит неловко, но через некоторое время вы оба решаете повеселиться и пообщаться, как обычно. После этого Прота встречает Шинамию в зоопарке. Однако из-за его невезения пламя съедает его волосы, заставляя их бежать с места происшествия. Такая авария заставляет Каэ увидеть, что Шинамия похожа только на своего младшего брата, хотя бывают случаи, когда он может быть действительно надежным. Позже настанет очередь Шимы, который на своем частном самолете доставит Ла-Прота на остров. Этот опыт заставляет Каэ чувствовать, что она принадлежит к миру, отличному от ее собственного. Тем не менее, как только они начинают говорить о мангах, явно о мангах Биэл, она чувствует себя очень непринужденной, наслаждается их компанией. Впоследствии я принимаю приглашение в древний храм. Она остается размышлять о том, как он ведет себя, как всегда. Тогда она задается вопросом, являются ли его чувства к ней абсолютно искренними, что, кажется, ее очень воодушевляет. Наконец-то наступает день, когда она должна дать им ответ. В этот момент она открывает ему, что недавно встретила свою настоящую любовь, поэтому она не может принять чувства ни одного из них. И здесь правда в том, что мы все после стольких лет были в шоке, или по крайней мере я как рассказчик полностью в этом. Когда мальчики противостоят ей, чтобы узнать, о ком она комментирует им, что вышло новое аниме Сион, и она не могла перестать смотреть новые аниме Сион. Обновление, так что с этого момента у вас будет только время и глаза на него. И так заканчивается этот удивительный финал.